Всем героям большой-большой привет! Сегодня хочу вам рассказать про Эва Чернокнижника. И давайте с вами посмотрим подробно его кузницу, что она там дает, какие ветки, какие направления, точнее, в ветках лучше выбирать. И стоит ли вообще, в принципе, открывать четвертую звезду в кузнице, нужно ли это делать или нет. Персонаж мной изучен достаточно неплохо. За него я прошел большую часть кошмара. Мне он очень понравился тем, что у него есть неплохие характеристики для прохождения. Это супер долгая ульта, которая запускается практически мгновенно, и она в целом не требует ожидания для ее запуска. То есть в этом плане он достаточно хорош. Что же у нас здесь по кузнице? То есть мы можем с вами выбрать либо лево, либо право. У меня вот разложено именно в таком порядке. Супер жетоны на прокачку этой кузницы я не тратил и не рекомендую этого делать. То есть, конечно, если у вас стоит цель пройти кошмар и вы никак не можете его пройти, то, конечно, вы можете прокачать, но вам достаточно будет первых двух рядов. То есть это вот первый и второй уровень кузницы. Больше вам ничего не нужно будет. Здесь у нас есть выбор. Либо мы прибавляем 2 снаряда, либо мы добавляем такую некую особенность в виде того, что снаряды демонического посоха, они у нас самонаводятся на проклятых врагов. Мы с вами знаем, что, к примеру, если мы с вами бежим в кошмаре, то у нас такая зигзагообразная тактика, то есть мы бежим, можно подробно посмотреть. Есть отдельное видео в руководстве. Вот. То есть мы бежим от врагов. Спереди у нас врагов, точнее с правой стороны у нас врагов нет. И, соответственно, мы упускаем часть нанесенного урона, который у нас идет просто в никуда. И вот этот уровень кузницы, он нам в этом плане помогает. То есть мы будем отчетливо видеть, что у нас снаряды будут лететь, и они будут сами поворачивать в сторону врагов. Но опять же, в сторону тех врагов, которые будут именно прокляты. А проклятыми враги на карте будут практически все. То есть там есть такой бес, который бегает, он этих врагов проклинает. Мы сейчас еще в уровне зайдем, там тоже эти все моменты посмотрим. Вот, и практически нету тех, кто остается не проклятым. То есть здесь в этом плане, в принципе, нам это такая помощь для увеличения урона, нанесения урона. То есть снаряды будут самонаводиться на проклятых врагов. То есть это нам немножко облегчает, в принципе, управление персонажем. На втором уровне здесь также есть выбор либо просто прибавить 10% к области, либо создавать один дополнительный снаряд посоха демона для каждого проклятого врага на экране, каждый из которых нацелен на одного из проклятых врагов. Такое масло масляное немножко. Но опять же, это именно про увеличение урона, про увеличение количества снарядов. Я не могу сказать, что прям на каждого проклятого выпускается снаряд. Скорее всего, немножко неправильное описание вот этого уровня, либо, может быть, я совсем что-то где-то неправильно понимаю, но опять же, это также нам облегчает. То есть у нас есть проклятый, и, соответственно, для него у нас вылетает плюс еще один снаряд. Неплохо, неплохо. Опять же, речь идет о том, что у нас идет именно увеличение нанесенного урона. Что же здесь? Что же здесь? Вот этот посох врат ада. Естественно, я его открыл, потому что была арена. Относительно недавно у меня получилось прокачать. Причем, можно сказать, что на чернокнижника арены были достаточно часто. И либо, если он у вас есть, я думаю, что он у вас прокачан. Либо, если у вас его нет, то у вас, скорее всего, вот здесь вот большое количество жетонов должно быть, если вы играете давно. Вот, если у вас, допустим, не хватает для прокачки вот этого 4-го уровня, то мое мнение таково, что не стоит, в принципе, расстраиваться, потому что вот этот вот
4 уровень, он в принципе как таковой пользы для нас не несет. Ну, открывается портал на карте, выпускает он зверей. Если это кошмар, то мы бежим постоянно, и он, как правило, ну, может быть, и перескакивает, появляется снова. Но как таковой эффективной такой пользы он не несет, этот портал. Какого-то прям существенного увеличения урона я не заметил. Существенно прям, вот если мобы бегут через вот этих зверей, мы, кстати, можем здесь это посмотреть. Здесь это будет сейчас видно, вот этот момент. То есть у нас есть голем, есть бес, и вот эти звери слева, которые бегут, вот они сейчас бежали вот здесь, вот они вниз. Это не мобы, это как раз таки речь идет именно вот о зверях, которые выскакивают с этого портала. То есть, если у вас вот эта кузница, вот этот уровень здесь не открыт, то в этом ничего страшного нет. Опять же повторюсь, что вот этих первых двух, их вполне себе достаточно для того, чтобы комфортно проходить тот или иной режим. Если бы я открыл 5 уровень кузницы, то здесь бы я однозначно выбрал дополнительный портал, потому что звери, которые проклинают врагов, через которых они проходят, точнее, в принципе, в этом нет никакой нужды, потому что по большому счету большая часть мобов на карте, она уже и так проклята. И вот это дополнительное проклятие, оно как таковой пользы нам также здесь не принесет. Ну, а вот левая сторона, вот этот момент, который добавляет нам один портал, в принципе, это неплохое усиление. Может быть, тогда и почувствуется польза. Может быть, тогда у нас и будет 2 ряда, которые бегут сверху вниз вот этих зверей. Может быть, и будет какой-то смысл в том, чтобы встать между ними, чтобы слева и справа к нам никто не подошел. И мы, допустим, отстреливались только либо вверх, либо вниз. Вот, и, соответственно, лево-право у нас бока персонажа были бы прикрыты. Но опять же, если смотреть на все это рационально и логично, ну, как правило, мы с вами стоим только в один момент. Мы с вами стоим, скорее всего, это у нас фарм. Если мы стоим в фарме, то, в принципе, ну, мы идем в аристократии, и у нас, как правило, нету каких-либо проблем в том, чтобы нас там кто-то мог обидеть. Вот, поэтому, если у нас что-то посерьезнее, то я думаю, что постоять на месте не получится, если, например, это будет тот же самый кошмар. Поэтому давайте сейчас перейдем уже именно к описанию уровней. Тут быстренько пробежимся. Не к описанию уровня, а к описанию скиллов. Можно даже вот так открыть. То есть у нас есть демоническое проклятие. Это пораженные бесом враги прокляты, распространяя 140% урона посоха демона на ближайших врагов. То есть у нас урон постоянно увеличен. И если у вас есть возможность прокачать вот эти скиллы, то не пожалейте. Обязательно прокачайте эти книжки. Дальше. Колдовская ловушка. Бес замедляет окружающих врагов на 70% в течение 5 секунд. Вот насчет 70%, что хотел сказать. Это ощущается, достаточно неплохо ощущается. То есть, если мы бежим в кошмаре, и, соответственно, за нами бежит вот эта толпа, она до нас не добегает. У нас будет работать усиление от экипировки волшебника, которое само по себе замедляет тех, кто находится достаточно рядом. Плюс все, кто пробегают мимо беса, соответственно, также попадают под это замедление. То есть это неплохой такой защитный вариант, который не дает к себе подойти. Плюс мы знаем, что у нас есть повышенный урон по замедленным врагам. Это прокачанный зеленый талант. Вы можете посмотреть. И здесь попадание по врагам посохом демона заполняют шкалу. Ну, это речь идет именно по заполнению ульты. Ульта на чернокнижнике, она собирается просто вот прям 1,5 секунды. Ну, может быть, чуть-чуть подольше. Самое сложное это собрать первую ульту. Все остальные при большом количестве мобов, все остальные заполнения ульты, они идут просто вот, ну, как непрерывно. Она как будто бы бесконечная.
Вот, когда ульта заполнена, он вызывает инфернала, выпускающего ударные волны, наносящие 120% урона оружия врагам. Ну, здесь у меня была возможность этот момент прокачать, я его прокачал, но немножко на один уровень. То есть у нас прибавилось 20%, а было 100. Ну, на мой взгляд, не стоит этого делать. То есть левую сторону, где урон будет чуть-чуть побольше, да, имеет смысл это прокачать. А правую сторону тоже имеет смысл прокачать. То есть у вас будет еще больше замедления. Но вот 70 и 80 разницу, может быть, и не получится почувствовать прям вот полностью. А вот 60% и 80% вот это да. Вот это будет уже неплохое такое преимущество, и все это будет ощущаться достаточно неплохо. Но что же здесь? Что же здесь у нас еще на сильном бонусе к параметрам? У нас будет прибавка в виде 3 магических снарядов, то есть еще больше урона. У чернокнижника снаряды — это летучие мышки, которые вылетают из его вот этого посоха. И долгое время он у меня стоял где-то в уголке, где-то в тени. То есть я за него не играл. Он мне, в принципе, был не нужен. И как только получилось открыть кошмар, в какой-то из определенных моментов я решил попробовать за него пройти, и мне прям это все очень понравилось. То есть вот это все в сумме, и большое нанесение урона, и неплохие скиллы, которые замедляют и также наносят урон. Вот это вот все меня подкупило. То есть и практика, и теория. В целом мне это все очень и очень понравилось. Надеюсь, и вам также это все зайдет. Сейчас давайте с вами попробуем запустить Эва на войнах фракции. Возьмем последний уровень сложности. Из модификаторов у нас чуть-чуть поменьше будет прибавляться к... Чуть меньше будет прибавка к опыту. Меньше будет у нас вдвое восстанавливаться, медленнее, точнее, будет восстанавливаться здоровье. Но зато у нас будет повышенный шанс магических снарядов на удвоение. И вот как раз то, что нам нужно. У нас будет прибавка в виде 3 магических снарядов. То есть это как будто бы мы с вами будем играть на 4-звездном чернокнижнике, плюс еще и с эволюцией. И для этого мы с вами заходим и будем сейчас все проверять и смотреть. Сейчас постараюсь в первую очередь собрать именно эволюцию, чтобы у вас было понимание того, как в принципе это все выглядит. Итак, берем посох демона, здесь обновляем. Ну, возьмем, наверное, ледяной посох, пусть, чтобы до нас никто не доходил. Так, давайте убавим скорость и включим режим видимости, уберем, чтобы мы с вами видели, что же у нас здесь на экране происходит. Итак, то есть чернокнижник — это в принципе такая неплохая самостоятельная боевая единица, которая готова нанести огромнейшее количество урона. И, соответственно, мы с вами должны всем этим пользоваться. Здесь попробуем пройти, именно играя не от защиты, а от нанесения урона. Хотя в целом у меня здесь экипировка именно от рыцаря. Так, надо обновлять и надо постараться собрать. Вот появляется инфернал, который раздает налево и направо огромные плюшки. Вот посмотрите, он просто сам по себе огромный. То есть мы можем вот так вот за него спрятаться. Мало того, что у нас будут враги замедляться, так еще и вот этот инфернал свою лепту вносит в ведение боя. То есть тут такая куча мала, что в целом трудно даже что-то разобрать. Плюс, как мы с вами видим,
Так, я извиняюсь, немножко меня здесь отвлекли. То есть мы с вами видим вот эти вот зеленые черепа над мобами. Это у нас как раз таки речь идет о том, что этот враг у нас проклятый. Так, возьмем, наверное... Ну, давайте, ладно, возьмем копье. Тут уже, в принципе, без разницы, потому что все равно к нам никто не подходит. Так, вот эти враги у нас, по большому счету, все прокляты. Ульта у нас набирается достаточно быстро, мы это видим. И ее плюс в том, что она очень-очень долго идет. Так, никак нам не выпадет эта книжка на удвоение, чтобы запустить Эвы и прям посмотреть. Ага, все, вот она выпала. То есть с удвоением у нас количество вот этих летучих мышей будет больше. И, соответственно, мы с вами будем получать намного больше урона. Итак, запускаем посох врат ада. И что мы видим? Вот у нас появился, вот он, портал. Сейчас к нему подбегу, буду вот прям на нем стоять. Так, перезарядка. Да, в принципе-то, конечно, тут идеально выбрать область. Если она выпадет, то это будет хорошо. Ну ладно, давайте возьмем перезарядку. То есть у нас появляется вот этот портал. Мы с вами видим, что из портала у нас выбегают. Ну, конечно, это тяжеловато сейчас будет увидеть, но я думаю, мы с вами что-нибудь придумаем. Так, портал у нас уже куда-то пропал. А, нет, вот, все, он здесь. То есть вот они, вот эти звери летят вниз. И как мы с вами видим, толку от этого абсолютно никакого нет. Ну, по крайней мере, я, в принципе, его не ощущаю. То есть они как будто бы просто, знаете, как вот для картинки, просто летят мимо. В целом, это неплохой такой вариант. Конечно, если попробовать два портала открыть, но опять же арена на него будет однозначно не скоро. Большая часть урона все равно наносится именно с посоха. Ну, то есть видим, ага, все, получилось сдохнуть, но ничего страшного. Большую часть урона мы все равно с вами наносим именно с посоха, то есть нам нужно контролировать персонажа, несмотря на то, что некоторые снаряды, они вот просто, вот видите, они всю карту заполняют, они летят вот сами по себе, куда им нужно. Они летят именно не то чтобы куда им нужно, они летят именно на тех врагов, которые прокляты. Вот даже если я буду стрелять вниз, то они все равно полетят наверх, потому что сверху есть проклятые враги. Тут сейчас, конечно, нужно постараться устоять. Немножко не такой сборкой я бегаю, как правило, именно вот в этих войнах фракций. Я обычно все на защиту просто беру и не парюсь, стою спокойно АФК, можно сказать. Вот, но тут решил попробовать именно через урон. И вот опять летят вот эти звери, ну и вы сами видите, что как бы толку от них никакого нет. Поэтому однозначно можно сделать вывод о том, что кузница у чернокнижника 4, она в принципе никакой пользы вам не принесет. Да, это выглядит красиво, да, это такая дополнительная нагрузка у нас идет для нашего с вами процессора, то есть он, чернокнижник, он сам по себе такой лагающий персонаж, особенно в кошмаре, когда куча мобов на вас вылетает, и вы ничего с этим сделать не можете, вы же не можете там как-то договориться с уровнем и там сказать, чтобы там поменьше было этих мобов. Нет, то есть мы никак не можем это контролировать, он лагает из-за того, что у него очень много вот этих вот проклятий, очень много снарядов, очень много вот этих каких-то эффектов, то есть у него и бес бегает, и портал появляется, плюс еще и инфернал вот этот выходит. То есть это такая достаточно тяжелая штуковина. И вот сейчас вот появляется очень много врагов, но здесь нужно устоять, 50 секунд осталось. Тут уже появляется босс, надо успеть от него убежать. Давайте возьмем клык, пусть он у нас поэффективнее себя ведет. Фух, ну мне кажется, сейчас меня прихлопнут, потому что
Если я сейчас побегу в какую-либо из сторон, скорее всего, я на кого-нибудь наткнусь, и меня сейчас с одной плюшкой, наверное, снесут. Ну, ладно, давайте попробуем сделать вот так. Плюс тут еще и босс прыгает. А, не, получилось. Так, давайте будем замораживать. Давайте возьмем копье, пику и усилимся бомбами. Все, нам нужно просто выстоять. Ну, то есть, в целом, игра за чернокнижника, она приятная, она интересная, она такая достаточно насыщенная, требует контроля, нужно смотреть, следить, поглядывать. Но если мы хотя бы чуть-чуть прокачаемся, то нам уже будет очень и очень интересно. На первоначальных этапах, когда я его только открыл, он мне там выпал что-то, по-моему, то ли с третьей, то ли с четвертой крутки в рулетке. Я думаю, ну прикольно, интересно, попробовал. Ну, тогда у меня еще было, наверное, там в районе 150, может, пройденных глав в общей сложности. Но я его тогда не понял, я его не понял абсолютно, для чего он нужен, для каких задач, для каких целей. И, соответственно, отложил я его в какой-то такой в дальний ящик и не трогал. Соответственно, начался кошмар, и тут-то он мне пригодился. Поэтому, ребят, если у вас есть чернокнижник, если вы прокачаете ему две звездочки, то есть сделаете ему 2 вот этих уровня, забыл, конечно, урон еще показать, этот я что-то прям проглядел этот момент, но ничего страшного, вы, в принципе, все примерно будете сами понимать, если вы будете за него играть. То есть, если вы его возьмете, прокачаете, откроете ульту, сделаете ему 2 уровня в кузнице, ваша жизнь станет намного легче, как минимум в режиме кошмар. Поэтому, подводя вот такой итог, скажем так, 4-ю кузницу делать не обязательно. 2 ступеньки, но 3-ю, конечно, для глобальных усилений тоже можно сделать, нужно даже. То есть 2 вот этих ступеньки вы сделаете, и все, и у вас уже, в принципе, полноценный персонаж есть. От 4-й и 5-й кузницы чернокнижника вам ни горячо, ни холодно абсолютно не будет. Ну, по крайней мере, я там, в принципе, от этих порталов никакой пользы не ощущаю. У меня на этом все. Всем ребятам огромное спасибо, кто смотрит, кто там какие-то комментарии в чате, может быть, оставляет, делится впечатлениями между собой, что-то обсуждает. Очень рад, что группа развивается, чат растет. Значит, мы с вами делаем все правильно, значит, вы заинтересованы. Новые обзоры обязательно будут скоро, в ближайшее время, может быть, даже сегодня. Вот, постараюсь, конечно, время, в принципе, еще немножко есть. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч. Все желающие, кто хочет поддержать, можете написать либо в чате комментарий, либо зайти в раздел секретной информации, и реквизиты для поддержки можете посмотреть там. Все исключительно на добровольной основе. Всем пока!